собрать 200 блоков песка. Что это было? И что, медвежья пыль? Это еще что такое? Чего? Какой шанс дропа у этой штуки? 1%! Ай-яй-яй, фитнес-браслет получен, новый сосед заехал, а память Лолошки постепенно дает о себе знать. Наконец-то. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором наконец-то мы задаем правильные вопросы. Хотя не так. Впервые за всю историю сезона Лолошка начал задавать хоть какие-то вопросы. И тут же правильные. Давайте даже прочитаем. Прочее. Вот, что я делаю в этом общежитии, в этом университете и кто я. Какой сочный вопрос, мне нравится. Но, пока вопросы задаются, до меня начинает доходить. Квесты появляются, сюжет постепенно переходит в геймплейное русло, а у меня нет даже начального стартер-пака. Инструменты, топливо, еда, освещение, рюкзаки. Да-да, рюкзак это тоже важно. Все это не только позволит мне быть готовым ко всему, но и позволит прокачивать персонажа. Опыт дается не только за то, что я бегаю по миру, но и за квесты, добычу руды, размножение животных. И могу даже продемонстрировать. Прямо сейчас у нас сколько? 749. Я создаю хоть что-нибудь, допустим, лестница. Было 749, стало 751. Каждое мое действие постепенно прокачивает меня. И надо как-то, не знаю, подускориться, что ли. А то я что-то слишком медленно это делаю. А еще, внимание! До этой серии я поставил зарядную станцию и даже зарядил браслет. Ну-ка... Сюда. Надеваем, запускаем и проверяем. Заряд браслета 61%. Ну, нормально. О, я же могу потратить, кстати. Скорость регенерации, общее количество хп или переносимый вес. Вот это. Повышает переносимый вес на 2% и выносливость на 1% за уровень характеристики. Да. Шикарно! Теперь я сила! Мощь! Я есть Лолошка! Несмотря на то, что мне приходит уведомление в пейджере, я все равно на всякий случай проверю, мало ли что-то кто-то писал, но нет, ладно. Эй, Дилан! What the fuck? Что это за хрень? Так, все, проблема решена. Дилан нормально сидит. Привет, поговорим? Не поговорим. Ну ладно, сиди. Карл, что насчет тебя? Что? Привет. Слышал последние новости? Нет. Какие? Да опять подвал универа затопили. И почему это происходит каждый год? У нашего университета столько денег, вон! Даже бассейн недавно поставили. А трубы все не могут, да не могут нормальные поставить. Задолбали. Ну, что могу сказать? Разворовали! Коррупция! Ох, какие злодеи, да? Ой, погоди, а может быть это какая-то затравочка под сюжет? Не? Мы узнаем, что под университетом есть что-то такое, из-за чего топят трубы. Ну ладно, это так, пока что, знаете, что-то около чеховского ружья. Может быть потом по сюжету стрельнет? Пока что мы можем тупо предполагать. И ну-ка, браслет, привет. Давай, иди сюда. Давай проверим, что у нас по зарядке. Да, заряд браслета 100%, отлично! Обязательно пьем воду, кушаем нашу последнюю еду и обязательно идем в туалет, а то потом как обычно. Замечательно, чувствую себя обновленным человеком. Джена, что? Печатает, действительно. Эй, приветик, Лом! Что? Тебя ведь можно так называть, да? Стоп. Так, погоди, прежде чем я ей что-то отвечу, почему я снова захотел в туалет? Это что за бред, а? Отпускай меня! Ты погляди, что произошло, попил, называется, еды. Ой, воды. Так, ладно, Джена, нифига себе она ко мне обращается. Да, мне нравится. Нет, пожалуйста, называй меня только полным именем. Конечно, Дженни. Ну, наверное, да, мне нравится. О, супер! Ло. Вообще, знаешь, я пишу тебя пригласить на вечеринку у бассейна. Она состоится через 3 дня. И, надеюсь, будет просто потрясной. Это первое такое событие в жизни нашего кампуса. Все благодаря сплоченности наших ребят. И... ну, немножко моей настойчивости тоже. Ты ведь придешь, да? Начало в 19:00. Отговорки не принимаются.
Ну а зачем тогда спрашивать? Отговорки не принимаются. Так, я не люблю вечеринки, меня не будет. Приду, но купаться не смогу. Что? Не, ну прийти-то я хочу, конечно, но то, что купаться не смогу, это какой-то бред, нет? Да ладно, ты плавать не умеешь, серьезно. Ну ладно, даже если так, то это ничего страшного. Там не глубоко. Бассейн строили таким, чтобы всем было комфортно в нем находиться. Там даже подогрев воды есть, прикинь. Его, правда, включают только осенью. Да нет, Джена, я-то умею плавать, но мне не в чем. Не в одежде же в воду прыгать, да? Ну а чё ж ты раньше-то не сказал? Не переживай, я что-нибудь придумаю. Жду тебя на вечеринке. Окей, да, ладно. Подожди, она мне... +3 с Дженой, спасибо. Она мне подгонит костюмчик плавательный. Впервые мы задействуем снятие вот этого. А вообще, в чем проблема в трусиках поплавать, да? Вроде проблемы нет. Значит так, запомнили, вечеринка будет, мы на нее придем, нам подгонят какую-то одежду, но вопрос, а где Брэндон? Че у нас по времени-то? 8:39, то есть он ни свет, ни заря просто взял и ушел? Странно. Я не удивлюсь, если найду его в какой-нибудь мастерской... What the fuck? Карл? Быстро же ты. Зарядка. Стоило только выйти, да? Вот, хотел Брэндона за зарядкой как бы найти, за качанием, а тут Карл выдал базу. Так, паренек, привет. Нет, другой парень, тоже нет. Но, наверное, не Брэндон сейчас самое главное. Я доедаю свою последнюю еду. Буквально, у меня 3 ягоды, далее сырая говядина и... Все, у меня больше нет еды, я бомжара. Получается такая проблема, то что мне срочно нужно где-то как-то что-то добыть. Я понимаю то, что я могу добывать пшеницу, но, ребята, некоторые начали писать, типа, а почему ты ее не добудешь, а? Все просто, квесты. Если прямо сейчас я здесь все соберу, то потом квесты нечем будет выполнять. Хотя в то же время тут так много всего. Может быть и добыть парочку. Морковку так точно можно. Выносливость восстанавливается. Добываем, сажаем. Ладно, 16 моркови это в целом неплохо. Это даже много. Но раз уж я уже успел поднять 2 темы, давайте продолжим. Первое, рюкзак. Второе, квесты. Квесты у нас, по идее, только один. Йоу, новые квесты появились. И старый при этом пропал. Не, вот он. Ева Би, художественная школа, 54 холста, да. Это пока что я брать не буду. Кейтлин, 123, стекольный мастер. Мой отец увлекся старинным ремеслом, созданием стеклянных изделий. Требуется доставка песка. На первое время 200 блоков. Ну давай. Окей, сколько мне за это дадут? Стекольный мастер, мой отец увлекся. Вот, 700 плюс 139. Обалдеть! За репутацию дают прям реально много. О, задание получено, стекольный мастер, получено новое СМС. Вы взяли новое задание на бирже FreeFly. Успейте выполнить его вовремя, чтобы избежать потери очков репутации. Ну, это очень легко, потому что дней дают реально много. Я, конечно, понимаю то, что это пока что это все как один большой туториал, но даже в этом туториале можно попытаться разбогатеть. И раз уж мы пошли за песком, то и о рюкзаке сразу вспоминаем. Так, 4 кожи, нитка и сундук. Погоди, а как я нити добуду? Стоп! 4 нити это лен или, ну, получается, убийство. Если мне не изменяет память, то я видел паутину в мастерской. Да, вот она. 1, 3, 4. Ой, как ее много. Шикарно. Нам нужно всего лишь, напомните, 1, 2, 3, 4. Здесь 1, 2, 3, 4. Рюкзак готов. По-моему, вначале он маленький прям, да? Ой, стоп, что? Не-не-не, стой. За рюкзак мне дается куча процентов. 52, 56. А если я сюда положу? Да, смотри-ка, лайфхак работает. То есть мы все убираем в рюкзак, и по итогу у меня просто меньше гири. Пока что рюкзак я буду использовать для своего факультета экология и природопользование. То есть морковка, пшеница, семена. Все это сюда. О, плюс очки умения, здоровья, спасибо. Из-за того, что я дико страдаю с вот этой выносливостью, мне дали подсказку. В пути воина можно прокачать стамину, то есть ту самую выносливость. Где это? Во! Триумф. Убийство восстанавливает шкалу выносливости на 5 единиц. Критические атаки наносят вдвое больше урона. Броня ничего не весит. Стоп, что? Подожди, то есть я могу
вот так вот выкинуть всю одежду, и это будет 42%, да? А, она и так ничего не весит. Ну тогда зачем мне это? Ладно, броня броней, но что у нас дальше? Броня ничего не весит, вы получаете шанс в 50% не потратить стрелу при выстреле. Пока что меня интересует только выносливость. То есть, например, триумф я по-любому прокачаю. Вы передвигаетесь на 50% быстрее, если не носите броню. А, вот это тоже надо прокачать. Когда на вас наэкипирована броня, вы получаете 10% шанса уклониться от любой атаки. Ну да, ладно, окей. В рубашке, и вы передвигаетесь быстрее. Снимаю броню. Ох, ни хрена себе! Это реально очень быстро. Но неужели одежда считается броней? Ну какого черта? А если я, допустим, это все переодену сюда, в косметическую броню? Да ладно. Это работает! Это то, что нужно! Что ж, из предыдущей серии беру свои слова назад. Оказывается, прокачка воина даже сейчас вполне себе уместная штука. И да, я хочу прокачать триумф, который стоит... Так, здесь... А где цена? Управлять навыками можно только у статуи. А, и цену нельзя узнать, серьезно. Ну ничего, с моей новой скоростью я добегаю супер быстро. И проверяем. 2, господи, 7 поинтов, чтобы это прокачать. То есть мне нужно практически столько же прокачаться, чтобы дойти до триумфа. По правде говоря, я начинаю замечать то, что просто бездумно тратить эти поинты, это не круто. Как минимум, у нас есть созвездие вора, и я более чем уверен, то, что на сюжет это опять же влияет. Пока что мы не понимаем, что это такое, но будет же влиять, да? Украсть деньги из карманов на 10% Взламывать замки, используя отмычки. Взломщик-эксперт. Теперь вы можете взламывать замки уровня эксперта. Взламывание всех замков облегчается на дополнительные 25%. И как же долго до этого идти? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, ладно, пофигу, разберемся. Прямо сейчас у меня задание на 839 СТ. Собрать 200 блоков песка. Для этого мне по-любому надо дерево. Дерево есть. Далее, ну... Что это было? Что? Господи. Слушай, я, пожалуй, просто сделаю себе этот самый... лопата. Все, да, и пойду отсюда. Не, ну, одним глазком я, конечно, хочу взглянуть, да? Может быть, там и песок найдется. Это что там такое происходит? Я что, на берлогу наткнулся? Простите, экология и природопользование. Факультет экология, природопользование. Покажись, кто бы ты ни был. Приветики. Бурый медведь, что? Это реально какая-то берлога. Вы как там заспавнились? Это что такое? Это что за шанс? Е-мать! А чё вот? Так они злые. Понятно. Ребята, один вопрос. Чё вас там так много? А если я их убью, мне много дадут опыта? Мне почему-то кажется, что да, потому что у них много хп. Только единственная проблема, мне как-то теперь нужно забрать все эти вещи. Так, лопаты нет, ничего нет, освещения нет. Мои вещи, вон они. Тихо, одеваемся, спокойно, фитнес-браслет. Ни хрена не вижу, черт возьми. Смартфон. О, все. Так, короче, закрываемся. И начинается новое достижение. Не лезь. Встретьте бурого медведя. 253 опыта у меня прямо сейчас. Если я просто бью, мне за это дают опыт? Чего? Даже за то, что я просто дерусь? 267. Буквально 2 удара. 281. Медведи, вы, походу, мое спасение. Я, конечно, за песком шел, но я не против посражаться. Да, 3 удара и выносливость заканчивается. Просто посмотрите, вот полоска восстанавливается. Потом бам, бам, бам. Конец. Все станет сильно проще, когда я прокачаю убийство, восстанавливают шкалу выносливости. Йоу! 193 опыта улучшения, что? То есть, помимо того, что я просто дерусь, мне еще и за убийство дают очень много опыта. И конкретно за мобов дают прям ого-го. Тогда мне еще больше хочется всех добить. Как же хорошо, что вы тут заспавнились, ребят. Спасибо. Благодарю. И вот у меня уже почти прокачан 11 уровень. Хотя только-только начинал серию, был 8-й. И что, медвежья пыль? Это еще что такое? В крафте не используется. Батюшки, что? Что я сделал? Это же просто звуки, реально? Предмет, который создает звуки?
Это же мемные звуки. Чего? Какой шанс дропа у этой штуки? 1%! Ни хрена мне повезло! У меня было 4-5 медведей и такой шанс я залутал. Обалдеть! Это знаете, когда сюжетный момент какой-то происходит? Я теперь буду с этим предметом всегда ходить. Я сейчас не рофлю, я всегда буду с ним ходить. В любом случае, у меня есть лопата, вот она. И пора добывать песок. Итак, я прибыл. Мне нужно 200 песка. Ну-ка, поехали. Погоди, а как я добуду 200 песка-то? Выносливость! Опять эта долбаная выносливость! Погоди. Я ж, по-моему, могу браслет прокачать, да? Да, у меня 3 штуки. Я хочу, вот, переносимый вес и выносливость. Раз, два, 3. Все, по идее, я теперь буду больше выносливости иметь за пазухой, скажем так. И насколько это будет медленнее тратиться, пока непонятно. Но, кстати, да, я теперь могу реально дольше копать. Прям сильно дольше. На самом деле, на этой территории можно залутать много предметов. И раз уж мы здесь, займемся этим. А вот это, блин, хорошо. 370 хп, железный голем. Ну да, железо мне точно пригодится, поэтому по-любому убиваем. Чё, греха? Господи. Итого у меня получается 231 песок. Это много, это прям шикарно, я даже так скажу. Складываем, еще. Забираем отсюда и снова складываем. Как долго будет сдаваться квест, я не знаю. Возможно, для того, чтобы он сдавался, нужен дедок. А дедок у нас... Кстати, где дедок? А что, сегодня ларек не работает? Сколько времени вообще? Ну-ка, 14:50. Может быть, он, типа, на обеде? Я, опять же, всю механику этого ларька до конца еще не понимаю, но я точно знаю то, что открывается он в 9:00. Закрывается он примерно поздно вечером, а вот, может быть, у него еще и обед есть? Видимо, да. О, господи. Брэндон! Брэндон? Сколько времени? Погоди, еще раз. 16:24, ё-моё! Ну ладно, пока. Эй, стой. Подойди сюда, пожалуйста. Не знаю, слышал ты или нет, но вообще-то у Брэндона скоро день рождения. И... Надо уже срочно что-то с подарком-то решать. Пойдем твоего соседа тормошить, что ли? Я точно должен... подожди, там говорилось то, что нужно по 500 скидываться. Я помню, да. Мне Дилан говорил. Дилан! О, господи, Карл, если ты опять отвлек меня без причины, то кодить будешь за меня. Нет, Дилан, мы вообще-то хотели обсудить подарок Брэндону. А? Что, мы? О, он и тебя в это втянул, да? Почему мы не можем просто подарить ему деньги? Это же легче. Нет, нельзя так. Деньги — это не настоящий подарок, Дилан. Мы же все-таки друзья. Да знаю, я знаю. Может быть, просто подарим ему зеркало в полный рост, а? Он будет в восторге, я уверен. Это звучит как подарок, который ему точно понравится. Но, может, все-таки попробуем придумать что-то, ну, нормальное? О, подожди, а почему? В чем проблема? Зеркало, это же реально круто. Дилан гений! Ну, типа, понимаешь, что Брэндон качок, он любит свои мускулы, ему явно понравится зеркало. В чем проблема? Я за зеркало, будет весело. Он любит привлекать внимание девушек. Давайте подарим ему духи. Зачем что-то выдумывать? Он же спортсмен. Подарим гантели и все на этом. Все варианты-то неплохие, да? Все такие про Брэндона. Но чаще всего он упоминал девушек. То есть, давайте подумаем, качается он ради чего? Ну, ради девушек, он это упоминал. Брэндон почему увлекается машинами? Опять же, потому что девушки, он тоже это говорил. Он любит привлекать внимание девушек, давайте подарим ему духи. Не? По-моему, хорошая идея. Вау, круто! Я, честно говоря, боялся, что ты предложишь что-то поверхностное. Ну, знаешь, вроде гантелей. Рад, что ошибся в тебе. Ну,
Ладно, может быть, хотя бы теперь от Брэндона перестанет нести потом. Сейчас, погоди-ка. Ага. Что ты? А, ты вот оно. А ведь... Карл, Нет? отстань, а. Что делаешь? Ладно. Ну, в общем, вроде нашел нормальные 2400. По 800 с каждого. Деньги сдаете мне. Ладно, хорошо. На этом тогда и сойдемся. Но остался последний вопрос. А что мы будем готовить-то? Чё? Не-не-не-не-не, Карл, это неправильный вопрос. Ну, а какой тогда правильный? Что мы будем заказывать? Потому что готовить я точно отказываюсь. Ну да, тогда этим точно займешься ты. Приложение доставки-то у тебя по-любому скачано. Ты из тех, кто скорее от голода умрет, чем позвонит. Ну да. Ну все тогда, друзья, рад, что все порешалось. Ну и чё это было, а? О, я ничего. Когда дело касается еды, наш биолог что-то больно уверенным становится. Ой. Задание получено, подарок на день рождения. Окей. Да, все-таки о Брэндоне помнят. Так, погоди, а что мы в итоге дарим? А, духи, точно. Так, Карл куда-то идет. Что делаешь? Ты чё, спать? А. Даже интересно, чем он будет заниматься. Что-то писать. Ладно, а сколько сейчас времени? 17:43. Дилан за компом сидит, в целом неудивительно. Так, короче, опять же, задание. Подарок на день рождения. Автор Дилан. Описание. Надо где-то раздобыть 800 СТ на подарок Брэндону. Не хочется портить отношения с соседями. Срок 2 дня. А, 2 дня? Так это вообще изи, лол. У меня вон сейчас задание с песком выполнится. О, стекольный мастер. Собрать 200 блоков песка. Я это положил. По сути, просто ждем. Но, наверное, правильнее будет не тупо ждать, а хотя бы найти какое-то другое задание. Ювелирный магазин, драгоценности. Мы ювелирная. Хотим купить драгоценных металлов и камней. Нужны блоки золота, алмазы и изумруды. 13 дней дают, но я не уверен. Нет, я не уверен. Чиди, книги. Срочно нужны 10 книг для учебы. За неотложность доплата. 1 день. Книга. Это кожа и это тростник. Блин, нужна ферма тростника. Блин. Боюсь то, что это задание потом уйдет, поэтому надо выполнить. На всей территории общаги у меня просто 0 тростника. Просто скажи мне, ты хотя бы иногда бываешь серьезен. Ну, происходит? Что за... Брэндон. Брэндон? Брэндон. Брэндон, я не понимаю, что ты хочешь этим показать. Тихо. Брэндон, сама серьезность. Погляди, какой! Брэндон, это я, да? Господи, что же Как ты... оно? Боже мой. Что происходит? Брэндон. Брэндон. Я не встречала ни одного такого идиота за все свои 23 года. Ну так, я уникальный! Я Брэндон! Чао! Что за нафиг? О, что? Сейчас бы, конечно, настоящий вермут. Не, ну что я могу сказать на это? Брэндон явно не умеет вести себя с девушками. Вообще никак. Он просто до сих пор, смотри, идет как... Брэндон, стой! Бога ради, давай поговорим. Брэндон. А, черт, пропал Брэндон. Видимо, уже все, дома. На всякий случай проверим. Брэндона нет. Так. А, я не могу зайти сюда. Ну да, видимо, он там. Дилан. Не поговорим. Наше стекло, кстати, до сих пор не заделано. И, раз уж у нас ночь, у меня вопрос. По идее, зарядная станция от солнца работает даже по ночам. Только очень-очень-очень медленно. И вот у меня вопрос. Здесь это учтено или нет? Так, фитнес-браслет, смартфон. Вот, допустим, сейчас у меня 77. Ставим. Если будет заряжаться даже ночью, то прикольно. Мне не важно, быстро, медленно. Ну-ка. Ну, 78. Кстати, медленно, очень медленно. Зато хоть что-то. Так, 79. За задание деньги мне до сих пор не дали, но при этом оно висит, да? По идее, утром выполняются все задания, а для этого мне нужно просто подождать. Зарядную станцию убираем, и на этом мы будем постепенно... Ух ты.
Престон? Это отсюда, из этой самой комнаты. Подожди, а куда ты на ночь глядя? Алло, время ты видел? Время 19:28. Блин, удивительно, это просто какой-то персонаж, которого сделали, но при этом он до сих пор в сюжете никак не появляется. Я видел его еще 2-3 серии назад, но он просто живет. Ладно, пусть остается загадкой. Да, пусть он для меня остается загадкой. Может быть, это какой-то пасхальный персонаж, может быть, потом в будущем он как-то стрельнет, но то, что он живет в 8-м блоке, мы знаем наверняка. Что ж, день рождения Брэндона, заработок и невероятно крутая прокачка. Мне определенно нравится, чего мы достигли, но на этом останавливаться нельзя, потому что сюжет от нас уже требует даже драгоценностей. Ну какие же драгоценности? Я это... бомжик. Ко всему обязательно придем, но нужно прокачивать ремесло. А еще нужно обязательно прокачивать лайки под этим роликом, которые, надеюсь, вы не забыли поставить. Ребят, не забывайте, пожалуйста, то, что ваши подписки, ваши нажатия по лайкам, колокольчикам, это все огромный буст к мотивации и топливу, на котором мы все живем. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и день рождения. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.